Ты – звезда Реал Мадрид. Один из самых быстрых и техничных игроков мира. Но пока одни называют тебя будущей легендой футбола, другие считают тебя главным провокатором современного спорта. Тебя оскорбляют стадионы. Из-за тебя фанаты получают реальные тюремные сроки. Пока одни считают тебя символом борьбы с расизмом, другие уверены, что именно ты разрушил атмосферу вокруг себя. И теперь, после прихода Мбаппе, Реал Мадрид может оказаться перед выбором – ты или он. Ты родился в Сан-Гонсалу, на окраине Рио-де-Жанейро, где асфальт быстро заканчивается, а дальше – пыль, провода, крики, музыка и вечный шум двора. У тебя нет идеального поля, нет формы на каждый день, нет ощущения, что мир справедливый. Есть мяч. Иногда потрепанный, иногда чужой. Но он становится твоим, как только касается стопы. Отец работает, как может, чтобы ты не свернул не туда. Мама следит, чтобы ты ел и возвращался домой. В районе слишком много примеров, как талант уходит в никуда, и слишком мало примеров, как он вырывается наружу. Ты учишься играть на тесных пространствах между людьми, стенами, ямами. Здесь не спрашивают, красиво ли. Здесь спрашивают, выжил ли ты в моменте, успел ли убрать мяч, успел ли обмануть, успел ли ускориться. Футбол – не хобби. Это твой шанс. Не абстрактный. Реальный, прямой, единственный. Ты не просто быстрый, ты резкий. Не просто техничный, ты дерзкий. Ты любишь момент, когда защитник уже поверил, что поймал тебя, и в ту же секунду остается позади, будто его выключили. Ты играешь так, как играют на улице. С наглостью, с удовольствием, с демонстрацией. Дриблинг для тебя – не украшение. Это язык. Ты говоришь им «Я здесь главный». Ты провоцируешь не словами, движением. Ложным шагом, пауза-рывок, уход в линию. Остановка и снова взрыв. Тренеры иногда морщатся, слишком много риска, слишком много финто, сыграй проще. Но ты знаешь, если забрать у тебя эту свободу, ты станешь обычным. А ты не хочешь быть обычным даже на тренировке. И еще ты любишь эффект. Любишь, когда трибуна шумит не от счета, а от того, как ты сделал. Это опасная любовь. Но именно она делает тебя тем, кого невозможно не заметить. Сначала это просто шепот. Вундеркинд, новый Неймар. Фламенго растит чудовище. Потом появляются люди, которые смотрят на тебя не как на ребенка, а как на актив. Тебя начинают измерять цифрами. Скорость, касание, ускорение, цена. Ты еще подросток, а вокруг уже звучит слово «будущее», будто оно обязано случиться. Ожидания накрывают рано. И они тяжелее любой штанги. Ты выходишь на поле и чувствуешь. Теперь оценивают не матч, а судьбу. Тебя снимают на видео, вырезают нарезки, выкладывают в интернет. Каждый финт раздувают до легенды, каждую ошибку до приговора. Ты еще только учишься, а мир уже спорит, кем ты станешь. Скауты приезжают, кивают, записывают что-то в блокнот, звонят куда-то после игры. В такие моменты ты ловишь себя на мысли. А что, если все сорвется? И тут же отвечаешь сам себе. Не сорвется. Я слишком далеко зашел. Когда Реал приходит за тобой, это не просто трансфер. Это как будто тебя вытаскивают из одной реальности и бросают в другую, где воздух другой. Холоднее, чище, требовательнее. Большие деньги звучат в новостях, и ты впервые понимаешь, что стал темой для чужих разговоров. В Мадриде все громче. Стадион, камеры, заголовки. Тут не ждут, пока ты вырастешь. Тут хотят результат сразу, иначе ты просто следующий в очереди талантов, которые не потянули. Ты приезжаешь молодым, почти ребенком, и видишь рядом взрослых звезд. Их уверенность в себе, как броня. А у тебя пока только талант и скорость. И огромное желание доказать, что ты не маркетинговый трюк. Тренировки жестче, ошибки заметнее. Любой промах на всю Европу. Ты учишь язык, учишь схемы, учишься не теряться в раздевалке, где каждый взгляд будто спрашивает: «А ты точно здесь по делу?» И ты отвечаешь не словами, ты отвечаешь попытками. Снова и снова. Очень быстро мир находит твою больную точку – реализация. Ты создаешь моменты, обыгрываешь, летишь, как будто тебе не нужна земля. И потом бьешь мимо. Или слишком слабо. Или не туда. И вот уже не важно, сколько раз ты разорвал фланг, важен последний удар. Из тебя делают мем. Твою нарезку финтов ставят рядом с нарезкой промахов, и это выглядит как издевка над твоей же мечтой. Соцсети превращают ошибки в шутки, а шутки в ярлык.
переоценен. Ты читаешь, даже если говоришь, что не читаешь. Ты слышишь на стадионах свист, недовольство, раздражение. В реале это особый звук, не злой, а холодный. Как будто тебя вычеркивают прямо по ходу матча, и ты начинаешь сомневаться, может, правда? Может, твой футбол красивый, но бесполезный? Самое опасное, когда твой внутренний голос начинает повторять то, что кричат снаружи. Но в этот момент тебя спасает упрямство. Ты не умеешь сдаваться тихо. Ты умеешь только бежать вперед. Ты остаешься после тренировок. Бьешь еще, потом еще. Ты заставляешь себя делать то, что ненавидишь. Повторение, дисциплина, холодная механика удара. Твое уличное «как получится» превращается в профессиональное «как надо». Приходит момент, когда ты впервые чувствуешь. Мяч в штрафной больше не жжет тебе ноги. Ты начинаешь выбирать. Не паниковать. Открывается партнер. Ты видишь это раньше. Вратарь выходит. Ты читаешь его движения. Ты растешь не в финтах, а в решениях. Игра начинает отвечать тебе взаимностью. Голы становятся не случайностью, а закономерностью. Важные матчи перестают быть местом страха и становятся местом силы. Ты забиваешь, отдаешь, тащишь темп. И вдруг те же люди, которые вчера смеялись, сегодня говорят «он взрослый». Связки со звездами складываются постепенно. Ты учишься не играть рядом, а играть вместе. И чем больше доверия, тем меньше суеты. Но самое странное, когда приходит уверенность, вместе с ней приходит и характер наружу. Твой темперамент уже не спрячешь за «молодой еще». Теперь он виден всем. И нравится не всем. Сезоны проходят, и ты становишься тем, кого боятся готовить заранее. Тренеры соперников на установках произносят твое имя отдельно. Защитникам говорят «не оставайся один, не иди в отбор на эмоциях, не дай ему развернуться». Ты выходишь на фланг и чувствуешь это физически. Соперник уже напряжен, уже ждет унижения, уже злится заранее. И иногда тебе достаточно одного касания, чтобы стадион охнул. Яркие матчи собираются в цепочку. Ты становишься лицом атак Реала, одним из самых опасных игроков мира именно потому, что твоя угроза не только удар. Ты угроза самому ощущению контроля. Ощущению. Против тебя нельзя держать игру под замком. Тебя начинают обсуждать как игрока поколения. Скорость, техника, дерзость, большой матч-фактор. Но вместе с этим ты становишься магнитом для всего, что в футболе самое грязное. Провокаций, ударов из-под тишка, крика с трибун. Чем выше ты поднимаешься, тем больше людей хотят, чтобы ты упал. И не всегда спортивно, ты играешь на эмоциях, это твой двигатель. Но двигатель иногда перегревается. Тебя цепляют, бьют, толкают, разговаривают с тобой так, будто ты не человек, а раздражающий шум. И ты отвечаешь, ты споришь, показываешь жестами, вступаешь в перепалки. Иногда заводишься так, что кажется, ты воюешь уже не с защитником, а со всем стадионом разом. Судьи не всегда понимают, где грань. Соперники это чувствуют и начинают давить сильнее. Пусть сорвется, пусть получит карточку, пусть потеряет голову. Ты не святой. Бывают моменты, когда ты перегибаешь. Лишнее слово, лишний взгляд, лишняя демонстрация. И это тут же становится новостью. В эпоху клипов и коротких видео ты превращаешься в образ. Провокатор. Самое неприятное, когда в этом образе начинают видеть только одно. Не то, как ты спасаешь матч рывком, а то, как ты машешь руками. Не то, как тебя бьют, а то, как ты реагируешь. И постепенно вокруг тебя накапливается усталость. Даже у тех, кто на твоей стороне. Тебя обвиняют в падениях. В том, что ты рисуешь. В том, что ты слишком часто ищешь фол, слишком много разговариваешь с арбитром, слишком явно показываешь боль. И правда в том, что ты иногда делаешь футбол театром, потому что иначе тебя просто ломают. Ты чувствуешь, если ты не подчеркнешь контакт, его не заметят. Если ты промолчишь, тебе скажут «играй дальше». Если ты не заставишь судью реагировать, тебя будут бить снова и снова, пока ты не перестанешь быть быстрым. Но другая сторона тоже настоящая. Иногда эмоция ведет тебя туда, где решение уже не футбольное. Ты можешь потратить минуту матча на спор, и команда теряет темп. Ты можешь залипнуть в конфликте и пропустить момент для рывка. И вот появляется парадокс. Чтобы защитить себя, ты создаешь репутацию, которая потом работает против тебя. Судья уже смотрит строже. Стадион свистит раньше, чем случилось падение. Соперник провоцирует увереннее. Все равно ему не поверят.
Ты продолжаешь играть, но теперь играешь еще и с этим, с недоверием. Потом наступают моменты, когда это перестает быть просто футболом. Ты слышишь с трибун то, что не должно звучать вообще. Не про твой дриблинг, не про твою реализацию, про то, кем ты родился. Сначала ты пытаешься игнорировать, тебе говорят «не реагируй». Как будто молчание лечит унижение. Но когда это повторяется, когда стадион начинает превращаться в место травли, ты понимаешь. Если ты промолчишь, завтра это станет нормой. Ты реагируешь эмоционально. Ты просишь остановить матч. Ты показываешь на трибуны. Ты говоришь об этом публично. Мир начинает спорить. Не о том, что произошло, а о том, как ты себя повел. И при этом приходит поддержка. Игроки, звезды, клуб, международные голоса. Твое имя становится символом борьбы. Ты вроде бы футболист, но на тебя навешивают роль, которой никто не готовит в академии. Быть человеком, который выдержит ненависть и не сломается. Ты хочешь просто играть. Но тебя заставляют еще и доказывать, что ты достоин играть без унижения. И это ломает изнутри сильнее, чем любой подкат. Чем громче ты говоришь, тем больше людей начинают раздражаться. Они не отрицают проблему вслух, они переводят разговор на тебя. Он слишком много жалуется. Он сам провоцирует. Он делает из этого шоу. Кто-то бросает в лицо самое неприятное. Главный нытик мирового футбола. Ты читаешь это и снова чувствуешь, как тебя пытаются сделать виноватым в чужой грязи. Как будто твоя задача быть удобным. Терпеть красиво. Молчать достойно. Улыбаться, когда тебя оскорбляют. Тебе начинают приписывать манипуляции. Мол, ты специально раздуваешь скандалы ради влияния, ради статуса, ради контрактов. И это особенно больно, потому что ты знаешь, никакой статус не стоит того, что ты слышишь с трибун. Ты оказываешься в ловушке, если молчишь. Тебя ломают. Если говоришь, тебя обвиняют, что ты слишком громкий. Если реагируешь сердцем, тебя называют истеричным. Если реагируешь холодно, говорят, что ты играешь роль. И в какой-то момент ты понимаешь, идеального поведения не существует, существует только выбор – сдаться или стоять. Ты выбираешь стоять, даже если за это платишь репутацией. Постепенно слова начинают превращаться в прецеденты. Испанская система, которая годами делала вид, что это просто футбол, вынуждена реагировать. И появляются реальные наказания, не только штрафы клубам, а персональная ответственность. В новостях звучит то, чего раньше почти не было. Фанаты получают сроки, запреты на стадионы, штрафы, обязательства извиняться публично. В одном из самых громких случаев несколько болельщиков в Валенсии получают тюремные приговоры, пусть и сравнительно короткие. И это называют одним из первых таких прецедентов в Испании именно по оскорблениям на расистской почве на матче. Потом идут новые истории. Наказания для людей, оскорблявших тебя на других стадионах, запреты на посещение игр, условные сроки. Ты чувствуешь странное. Облегчение вперемешку с тяжестью. Потому что это не победа. Это просто минимальная справедливость, которую пришлось вырывать зубами, но вместе с этим растет давление вокруг твоего имени. Теперь ты не просто игрок. Ты – линия фронта. И каждый матч превращается в проверку. Будет ли снова? Выкрикнут ли? Остановят ли? Ты играешь, зная, что в любой момент футбол может закончиться и начаться реальность. С годами меняется и отношение внутри. Бернабеу умеет любить и умеет уставать. Когда ты теряешь мяч и тут же споришь вместо того, чтобы вернуться в оборону, часть трибун раздражается. Когда ты получаешь желтую за разговоры, болельщики начинают шептать. Зачем? Они защищают тебя от расизма и одновременно могут свистнуть, если ты в моменте вредишь команде эмоций. И это честно по-своему. Реал всегда требует результата. Ни оправданий, ни трагедий. Победы. Ты чувствуешь эту двойственность, иногда она ранит сильнее, чем вражеские трибуны, потому что это твой дом. Ты хочешь, чтобы тебя понимали полностью, и как игрока, и как человека. Но футбол редко дает такое право. Тренеры пытаются тебя успокоить, партнеры оттаскивают от судьи, и капитаны говорят «оставь». А ты внутри кипишь, потому что для тебя несправедливость, как удар током. И ты учишься сложному – оставаться собой, но не разрушать игру. Не всегда получается. Но ты пытаешься, потому что иначе ты сам подаришь врагам то, что они хотят – твою потерю контроля. В сборной все еще сложнее. В Бразилии от тебя ждут не просто сильной игры, от тебя ждут наследника.
Там сравнения не заканчиваются: Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймар. Каждое поколение должно подарить нового символа. И теперь эту ношу кладут на тебя. Когда ты играешь ярко, тебя носят на руках. Когда не получается, критикуют так, будто ты предал страну. И в этой критике часто смешивают все. Форму, поведение, эмоции, скандалы в Европе. Тебе говорят: думай о футболе, как будто расизм – это отвлекающий фактор, который можно выключить. Ты приезжаешь домой и вместо отдыха чувствуешь суд. Телешоу, колонки, разговоры. Слишком много шума, слишком мало лидерства, слишком много конфликтов. Некоторые требуют от тебя быть идеальным лицом страны, не понимая, что идеальные лица обычно просто молчат. Ты пытаешься тащить и там, и здесь. Но в какой-то момент осознаешь: ты не можешь быть удобным сразу для всех. В Европе тебя проверяют ненавистью, в Бразилии – ожиданиями, и все это ложится на твои ноги, которые должны делать самое простое – бежать и играть. Когда ты становишься суперзвездой, разговоры про деньги неизбежны. Твоя зарплата, бонусы, контракты – это уже не личное, а общественное зрелище. Любое обсуждение продления превращают в суд над характером. Жадный, выкручивает руки, требует слишком много. Ты слышишь это и злишься. Люди видят цифры, но не видят цену. Не видят, сколько матчей ты играешь с болью, сколько давления носишь, сколько ненависти глотаешь. Но при этом ты понимаешь: футбол – бизнес, и ты тоже часть сделки. Появляются истории и про бренды. СМ. И обсуждают эпизод, когда ты якобы закрашиваешь логотип на бутсах. Как сигнал недовольства условиями с Nike и ожидания нового контракта. Даже если детали разнятся в пересказах, эффект один. Тебя снова описывают не как игрока, а как конфликт. Ты не хочешь выглядеть человеком, который думает только о деньгах. Но ты и не хочешь быть наивным мальчиком, которому говорят: будь благодарен, и платят меньше, чем он стоит. И снова возникает твой вечный конфликт. Ты хочешь, чтобы тебя оценивали по игре, а мир оценивает по заголовкам. И вот в клуб приходит новая гравитация. Мбаппе – имя, которое само по себе меняет воздух в раздевалке. С ним меняется маркетинг, ожидания, иерархия. Реал всегда собирает звезд. Но каждый раз это как эксперимент. Кто станет лицом? Кто станет первым выбором? Кто будет решать в конце? Ты понимаешь, что теперь внимание делится. Раньше фланг был твоей территорией. Теперь рядом появляется игрок, который тоже любит пространство, скорость, свободу. И не просто игрок, глобальная фигура. СМИ тут же начинают рисовать сценарии. Даже до первых матчей появляются вопросы. Как они уживутся? Не станет ли тесно? Кто будет главным? Ты читаешь заголовки и чувствуешь знакомое. Тебя снова ставят в ситуацию, где нужно доказывать право быть собой. Внутри клуба все может быть спокойнее, чем в новостях, но внешняя волна все равно бьет по тебе. Ты не хочешь войны за статус. Ты хочешь выигрывать. Но ты также знаешь: в реале никто не отдает лидерство просто так. И ты готовишься. Не к сопернику, к новой конкуренции рядом. Это тонкая разница, но она меняет все. Первые совместные отрезки – это не магия, а настройка. Два быстрых, два любящих мяч, два привыкших быть концом атаки. На поле бывают моменты, когда вы оба идете в одну зону, когда один ждет пас, а другой уже побежал иначе. Когда кажется, что вы мешаете друг другу не специально, а просто потому, что слишком похожи по аппетиту к пространству. Камеры ловят любое недовольство. Жест рукой, взгляд, отсутствие передачи. И тут же рождается миф о конфликте. В реальности это может быть обычная притирка. Но мир уже хочет сериал. Ты стараешься не потерять себя. Если ты начнешь играть осторожно, чтобы не мешать, ты перестанешь быть опасным. Но если ты будешь тянуть одеяло, команда потеряет баланс. И ты чувствуешь. Тебя проверяют не только как футболиста, а как зрелого лидера. Тренерские решения становятся политикой. Кто слева, кто в центре, кто бьет пенальти, кто первый в контратаках. Любая мелочь, как голосование. И в этот момент ты понимаешь, что самая сложная скорость – не твой рывок. Самая сложная скорость – это скорость адаптации, не теряя характер. Слухи усиливаются, журналисты придумывают лагеря. Болельщики в интернете делятся на тех, кто кричит «Вини, душа Реала», и тех, кто говорит «Теперь главный Мбаппе».
Каждая неудачная игра становится аргументом, каждая победа – поводом объявить нового короля. Ты чувствуешь, как тебя снова хотят загнать в угол. Либо ты подчинишься и станешь частью системы, либо начнешь бороться за статус и станешь токсичным. А ты просто хочешь, чтобы тебя уважали и слышали, на поле и вне его. Внутри клуба решения всегда прагматичны. Форма, польза, дисциплина, стабильность. И ты понимаешь, что твое поведение, твои карточки, твои споры – это не просто эмоции. Это риск для твоей позиции. Особенно, когда рядом другая суперзвезда. Тебе хочется крикнуть: «Я здесь не случайно». Но ты знаешь, что в реале кричать бесполезно. Здесь остаются те, кто доказывает каждую неделю. И ты выбираешь привычное. Не оправдываться. Играть. Забивать. Тащить. Потому что в этом клубе любовь измеряется не обещаниями, а моментами, которые ты создаешь под давлением. Ты – один из самых быстрых и техничных игроков своего поколения. Это уже факт, не мнение. Ты умеешь менять матч одним касанием, одним рывком, одним решением, которое невозможно просчитать заранее. Ты выиграл большие трофеи, стал лицом атак Реала, выдержал то, от чего многие ломаются: насмешки, давление, постоянную оценку. Но ты также стал символом другой битвы – борьба с расизмом в футболе. Не потому, что искал эту роль, а потому, что она нашла тебя. И ты не отступил. Из-за тебя система начала наказывать не в целом, а конкретных людей. И это уже изменило футбол, пусть медленно и со скрипом. Одновременно ты остаешься спорным: эмоции, провокации, конфликты, реактивность. Для одних это огонь чемпиона. Для других – вечный источник проблем. И главный вопрос твоей карьеры звучит не как приговор, а как открытая дверь. Ты станешь легендой, которую будут вспоминать только за финты и голы. Или человеком, который заставил футбол взрослеть. Возможно, ты станешь и тем, и другим. Потому что ты – Винисиус. И твоя история никогда не была простой.